Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов и работе с семантикой. И я рад представить вашему вниманию Дмитрия Шевцова. Дмитрий, привет! Привет, Миша, привет, зрители. Всем О чем добрый вечер. сегодня пойдет речь? Сегодня, как обычно, про семантику, наверное, уже никто не удивляется. Только что обсудили, что у нас с Михаилом на канале большая часть выступлений и тем — это семантика. Вот, ну, неудивительно, лаборатория поисковой семантики, семантист мы называемся. Вот. Так что сегодня будем тоже говорить про семантику. Ну, семантика в нашем понимании — это спрос. Соответственно, будем говорить про AI-подход, что сейчас поменялось, что сейчас можно делать с помощью агентов, что можно делать с помощью Клода. На сегодняшний прошлый эфир мы в январе проводили, у нас был курсор. На сегодняшний день я большую часть времени работаю уже с Клод-кодом, и поговорим как раз про то, как можно использовать. Посмотрим конкретные цифры. Что важно сейчас, у меня много цифр сейчас будет, это по кейсам. Вот, то есть мы, по-моему, тут 4 или 5 даже кейсов. Вот, конкретные цифры. То есть у нас есть, ну, интересные инсайты по поводу каталогов крупных, то есть 3 миллиона каталог продукции. Можно очень хорошо сметчить со спросом. В общем-то, про это сегодня, наверное, и будем говорить на конкретных примерах и цифрах. Ну все, Дима, тебе слово, слушаем внимательно. Да, тема карта потребностей плюс AI. Как собирать полный спрос. Ну и, в общем, Клод. А, Про меня уже, наверное, знаете. Но для тех, кто не знает, пару слов, что я основатель Семантиста. Работали с крупнейшими проектами наверное, не только в России. Работаем с ними, потому что в первую очередь для них актуален максимально полный сбор спроса. Форс, Петрович, все инструменты. Ну, на самом деле, самые интересные здесь скрыты под NDA, потому что, ну, это, ну, нормально. Крупные компании сохраняют свои, скажем так, наработки, инсайты, связанные с крупной семантикой и со спросом. Вот, ну, главная тема сегодня — это видимость. Примерно 15%. Вот мы сейчас собираем общую такую глобальную карту семантики внутреннюю в компании. AI-агенты позволяют сейчас это сделать. То есть мы собрали там более 400 проектов в одну большую базу, и все внутренние вот эти связи и пересечения, параметры там и какие-то ну, интересные характеристики внутри ключей, внутри самой семантики. Сейчас ну, имеется техническая уже возможность с ними производить интересные манипуляции, скажем так. Вот. Вы можете это все делать на своих проектах, то есть, соответственно, строить как бы суммарные такие базы по спросу, по ключам, вот, и в эту базу накапливать те знания, которые у вас есть по проекту, которые вы можете ну, для обогащения этой базы данными. Потому что, в общем-то, сейчас такой интересный инсайт из практики скажу, что на текущий момент, кроме поисковой выдачи, просто, ну, серпа, да, который там топ-10, в базу знаний по ключам можно добавлять еще большое количество различных маркеров и признаков, в том числе и AI-ответы те же самые. Вот. И работа с семантикой на текущий момент, она, ну, имеет немножко другой по качеству, ну, другой уровень, скажем так. Вот, то есть сейчас уже не только ключевые запросы работают. Я немножко здесь ретроспективу на слайде привел. Значит, то, что было раньше, мы работали
до 25 где-то года, работали в основном с кластеризацией, с рубрикацией, с SKU, то есть это товары клиентов, это большие базы, но работа была в основном Эм, по классике SEO это руки. То есть мы руками разбирали огромное количество, рутины, скажем так. Вот, прошлый, эфир я как-то, ну, так, новогодний такой, посленовогодний был эфир, на канале. Мы говорили про, базы знаний и курсоры, и нейросемантика. Вот, то есть это, ну, такие основные были векторы. Вот, на сегодняшний день, ситуация смещается уже в сторону, э, я бы сказал, таких микроагентов и, микро, м, программ, которые работают под управлением какого-то более централизованного такого агента. Вот, то есть это позволяется, это сейчас можно делать с помощью Клода. Вот, я вот здесь бы очень хорошо, подсветил бы вот, эту связь, то, что мы делали, например, с помощью курсора, а, и те инструменты и базы, даже скрипты, которые сделаны были с помощью курсора, они, легко и просто подтягиваются в агентов, с помощью там Клод-кода или какого-то другого инструмента. Вот, то есть в итоге у вас получаются М, наработки, которые вы делали, например, по автоматизации, в прошлом году, эти наработки можно интегрировать, в агентов. То есть, ну, простой пример, например, кластеризатор. То есть у меня вот, кластеризатор с помощью курсора был, переписан, скажем так. Вот, этот модуль, который был на курсоре написан, я просто говорю, Клод-коду, агенту: "Вот есть модуль, используй его там для построения, там, для решения вот этой задачи, там, кластеризация". И на сегодняшний день, Клод уже может, ну, достаточно интеллектуальная там, модель используется. Тот же вот Opus 4.5, он, очень хорошо прям понимает. То есть его можно спросить, что делает этот, модуль, спросить, какие у него функции, и какие функции нам не хватает. Вот, он эти функции может дописать или там предложить гипотезы, как это можно потестировать и как можно попробовать. Вот, то есть, сейчас, вот в прошлом году на конференциях, на докладах я, опрашивал аудиторию, спрашивал у людей реально, вот кто из вас вот реально решил там, не знаю, автоматизацию там там, не знаю, на 50% или там на 100% решили по автоматизации с помощью AI, с помощью вот каких-то, вот этих в прошлом году, что там было, GPT там, ну, Клод тоже был, ну, как бы не так на хайп. Ну, курсоры были, то есть, ну, на курсоре там что то программировали. Вот, но из аудитории, ну, несколько человек обычно поднимало. То есть там, сидит там 50, 30, 40, 50 человек, 100 человек. И, ну, то есть это обычно единицы поднимали руки, кто реально что-то ну, автоматизировал. Вот, и основная причина мне на тот момент, ну, основной причиной было это, отсутствие, ну, каких-то понятных, пайплайнов именно по, реализации конкретных решений. То есть, курсор мог что то программировать, GPT мог там, не знаю, какие-то, гипотезы выдвигать, исследовать, там даже в интернете где-то ходить. Вот, но чтобы это работало, N8N, например, да, вот тоже был инструмент. Но проблема N8N это в том, что это, ну, по сути, такой набор скриптов, да, то есть это какие-то кубики, которые можно там визуально соединить. Ну, то есть это визуальное программирование, грубо говоря, на скриптах. То есть там было мало, ну, какой-то интеллектуальной там или автоматизации именно на уровне, м, программирования, а, м, AI-программирования. То есть то, что вот вайб-кодинг щас называют. Вот, но вайб-кодинг — это такое, даже какая-то шуточная история. То есть, м, здесь тоже есть, такой хайп, что ли. Веб-кодинг — это,
ну, решение, вот мы на прошлом эфире, например, да, посмотрели, как Клод веб-кодит. Вот, веб-код это хорошо, но как бы практическая реализация у него не так просто ее получить, да. Вот, что касается вот этого решения с агентами и с Клод-кодом, здесь, ну, это то, чего не хватало для как раз вот этих автоматических, для решений. Вот, то есть, нормальных, хороших, реальных прорывов можно добиться именно вот в этой, связке, когда у вас есть, какие-то конкретные, инструменты, конкретные, скрипты, и эти скрипты можно использовать, с помощью того же Клода, как, то есть ассоциация приходит как, э, там, дирижировать оркестр, то есть какие-то, такие управленческие, скорее, модерацию какую-то нужно, проводить ну, на основе вот этих агентов. Вот, и вот эта штука, она сейчас реально работает. Я, с коллегами общаюсь. А, вот прорывная эта история в том, что, не нужно сейчас, как в N8N, разбираться там в каждом кубике, разбираться, почему отвалился кубик и почему интеграция там, не знаю, с "Телеграмом" или с какой-нибудь базой, Gmail не сработала. Э, этим занимается, агент. То есть вот, Клод, может, на уровне, ну, как программиста даже, э, пойти в этот модуль, посмотреть, что отвалилось, найти там интеграции, пойти, например, на сайт разработчика, скачать инструкцию и почитать, что там в API изменилось, например. Это история, которая вот я, ну, каждую неделю это провожу, то есть периодически какие-то модули отваливаются, какие-то API-интеграции или сервисы отваливаются. Вот, ну, то есть в этом проблемы нет. Если бы это было N8N, это была бы проблема. Сейчас агент может это очень быстро, ну, найти причину или, по крайней мере, ну, если не устранить ее самостоятельно, в большинстве случаев именно так происходит. То есть, ну, просто переписываются, ну, часть кода, если изменился API, и все начинает работать. Вот. Либо, агент просит, помощи пользователя, говорит: "Вот тут, не знаю, баланс закончился, на API". То есть такое тоже часто встречается, если там, ну, у меня, э, в таблице порядка 10 API используется различных сервисов. Вот, то есть когда десяток API параллельно, работает каждый день, то там, ну, часто бывает, что что-то и по балансу отваливается, перерасходы там и, ну, то есть это нормально. То есть история такая, что последнее время, то, что было раньше, это больше ручной работы, сейчас на это место становятся, агенты, какие-то автоматизации, скрипты и так далее. Вот, меняется ли методология? Методология нет, не меняется, то есть все равно, по сути дела, остается, классическое SEO. Классическое SEO в плане, изучения спроса. То есть мы собрали семантику, создали посадочные страницы на сайте, проиндексировали их и получили трафик. Вот, то есть эта методология остается и, поменяется даже с, приходом, гео там или вот этих инструментов, которые, ну, тех технологий, которые, ну, сейчас должны будут, вытеснять, скажем так, поиск или из поиска трафик будет уходить, например, какие-то, там GPT или какие-то другие модели. Вот, Алиса та же, да. Э, Механизм все равно остается прежним. То есть, э, поисковик, удовлетворяет, потребности пользователя, клиента. То есть клиенты остаются, люди остаются, проблемы остаются, все остается, меняется только инструмент. Это важно понимать, чтобы люди не пугались там и, ну, то есть, э, прям быстро это за один там месяц или за год не произойдет. Скорее всего, это будет какая-то плавная такая миграция, как сейчас вот это происходит. Вот, кстати, по-моему, позавчера, 7 числа, а, в мастере, AI Алиса появилась. То есть, ну, там смотреть пока что мало что получается, но инструмент в вебмастере в "Яндексе" появился. Это, ну, говорит о том, что, м, ну, не будет,
То есть поиск просто будет модифицироваться. То есть общий тренд скорее такой. То есть не получится так, что сейчас все убежали в Алису. Коммерческий спрос, ну, по последним там исследованиям, коммерческий спрос очень плохо, ну, сильно хуже конвертируется, и коммерческий спрос все-таки остается больше в поисковиках. А, Сейчас коротко про, ну, основные 5 проблем, с которыми сталкиваемся мы на проектах, которые ну, сейчас, наверное, самые топовые по клиентам. Э, Первая проблема — это, м, ну, мы реально видим, ну, возможно, это не правильная выборка, потому что к нам уже приходят клиенты, которые, ну, как бы изначально хотят максимум охвата. Вот, но у нас статистика примерно такая, что подрядчик видит э, сильно меньшую часть того спроса, который на самом деле у него есть, даже у конкурентов. Вот, то есть, ну вот, цифры на экране, там из 12 тысяч ключей, которые были на старте у одного из клиентов, а, 76 тысяч те, которые, ну, это ключи, которые получились после изучения спроса фактического. Вот, то есть, до этого момента, клиент, ну, собирал ну, маленькую часть, меньшую часть спроса. Вот, причем, вот этот рост охвата, он непропорциональный. То есть если вы там с 12 000 семантику расширите, например, в 2 раза, трафик у вас увеличится не в 2 раза, а сильно больше. Вот, ну, дальше будут эти тоже скриншоты. Вот. В общем, смысл в том, что первая проблема — это всегда зауженная семантика, то есть фрагментированная такая семантика. Вот, это, конечно, ну, сокращает вообще, в принципе, потенциал проекта. Вот, то есть ее нужно, конечно, расширять. Вторая боль — это каталоги. У меня изначально тема на доклад была тоже в сторону, наверное, больше каталожная. То есть мы последние, наверное, полгода, даже год очень удивляемся, насколько, во-первых, у больших клиентов, насколько большие данные есть, насколько большие каталоги, там вот по 3,7 миллионов вот, каталог, вот, номенклатуры. Вот, и удивляемся, насколько эти каталоги не структурированы и ну, как бы не стыкуются вообще со спросом. Вот, то есть есть огромный каталог, просто гигант какой-то. 3 миллиона — это еще немного. Э, Этот же клиент сказал, что у нас это сейчас 3 миллиона, на самом деле там около 90 миллионов на самом деле это будет. Вот, позиций, поэтому, ну, как бы на 3 миллионах давайте тренироваться. Вот. То, что видим в этих каталогах, это э, М, хаос, просто хаос, по-другому это не назвать, в, наименованиях. То есть вот, это, наверное, самый, такой, шокирующий, а, факт, то, что в каталогах обнаружили, сокращения, такие как, ну, вот, может, видели на ценниках, там в супермаркетах, в "Пятерочке" там или как в каком-то, магазине приходите, а там сокращение вот МСЛ, чек, пред 200 грамм. Что там сократили? Ну, это надо, человек, может, не настолько это развился, как GPT, но, я не всегда вижу, что там написано, и чеки такие, не читаю. То есть это сложно вообще что-то там разобрать. А, Проще посмотреть на то, что там на товаре написано. Вот, но такие чеки — это нормально. То есть, это не удивительно. В некоторых, нишах, в некоторых сферах, вот, в данном случае это, ам, автозапчасти. То есть в автозапчастях, масла всякие, в них удивительно, но вот
тоже присутствовали такие оглавления. Может быть, это в магазинах там, ну, такая номенклатура, сокращения такие были, что так это в базу попадает. Ну, то есть причина, ну, подрядчик, то есть, ну, клиент, он не удивляется, говорит, ну, это нормально, там, дилеры, поставщики не всегда, ну, во-первых, нету стандартизации у них никакой, то есть мы, говорит, не работаем по каким-то там ГОСТам или СНИПам, то есть наименование — это такая характеристика нестандартизированная, поэтому у каждого свои какие-то, говорит. Вот. Ну и, в общем, смысл в чем? Что в каталогах огромное количество данных, эти данные разрозненные, их структурировать даже просто по брендам. Вот первая строчка — это бренды, там порядка 9000 брендов. Вот, из них то ли там 5000, то ли, в общем, больше половины брендов, которые есть в каталоге, они задублированы. Adidas по-русски, Adidas латиница, Adidas какой-то сокращенный с каким-то там приписочкой, там какая-то буква добавлена или там премиум какой-нибудь. Вот это прям большая боль. Вот. И проблема как раз вот таких каталогов, каталогов гигантов именно в том, что, ну, то есть они не систематизированы, то есть нет стандарта какого-то, по которому заполнялся каталог. Здесь очень классно это обрабатывается с помощью вот этих самых агентов. То есть если руками, ну, это работа стоит, там, перевести, там, 3 миллиона товаров, классифицировать там, в стандарт какой-то базы, это может стоить, ну, просто сотни тысяч, может, даже несколько миллионов рублей такая работа стоить может, и ее нужно еще проделать, потому что мало эти запросы просто там правильно назвать, их нужно же еще ну, с соответствующими людьми согласовать. Вот. Но вот AI, вот эти все решения, они с этой проблемой справляются, ну, очень хорошо. То есть здесь уже работа идет на уровне статистики, то есть несколько дней, и может ситуация поменяться. То есть вы на старте видите 3 миллиона товаров, когда идет обработка, даже первичная, по какому-нибудь, ну, первичному классификатору, может выясниться, что там фактически 500 миллионов товаров, а остальные, они, ну, скажем так, э, кроме артикула, ничего, никакой информации про товар больше просто нет. То есть такие товары либо нужно на этапе наполнения базы, то есть у э, поставщиков заполнять, вот, либо такие товары не добавлять в ранжирование, в индексацию. Вот, потому что это, ну, бессмысленная история. Ну, вот последний пример, 500 тысяч карточек, из них 300 тысяч карточек только ранжируются. То есть больше, ну, почти половина, там 60% ранжируются, остальные нет. Вот. Причина как раз в том, что, ну, карточки просто некачественно заполнены. Ну, то по сути, там нету карточки. Там есть только заголовок и артикул в лучшем случае. Вот. Не всегда даже бренды есть. Вот. Ну, то есть это прям серьезная проблема. Вот. М, Третья проблема — это, э, ну, подрядчик, ну, когда клиент хочет, ну, грубо говоря, получить трафик на проекте, ам, горизонты планирования бывают очень короткими. Несколько месяцев там на работу с подрядчиком, начинают что-то работать, начинают что-то делать. SEO-компания только начала там внедрять какие-то решения, и работа останавливается, меняется подрядчик. Вот. Это классика, кто в теме знает. Вот. Но на сегодняшний день с помощью Клода и всяких автоматизаций
даже за короткие сроки уже можно давать какие-то, ну, внятные результаты, по крайней мере, ну, скорость работы э, на текущий момент, она сильно возрастает. Вот. М, Четвертая боль, всего их мы сейчас 5 рассмотрим. То есть четвертая — это на прошлом эфире ее поднимали. Это все бегут в этот AI, вот, но фактически трафик не меняется. Вот даже если там какие-то позиции или там показывают, что все хорошо, то фактически трафик от этого не прирастает, ну, потому что, ну, в целом переходы из AI всяких сервисов, они меньше процента там, по-моему, смотрели. Вот, конечно, мне кажется, здесь в разных тематиках может ситуация отличаться. Ну, общая по больнице, если взять там, сколько там брали, там несколько сотен проектов крупнейших, то трафик там распределен примерно так. Вот. Ну, сейчас в целом можно даже будет в AI Алисе, в вебмастере, ну, какие-то цифры тоже получать, тоже смотреть. Вот. Даже для крупного проекта Алиса, если взять семантику, ну, даже на конференциях Сливинский Михаил тоже об этом говорил неоднократно, что в поиске AI-ответы, их там в разных тематиках, то есть в коммерческих меньше там 20 или там 30%, в информационных тематиках там и 30-40% бывает. Бывает больше там 50-60% там ну, то есть основная масса — это все-таки информационный трафик. Если мы берем коммерцию, то в коммерции даже процент показа блоков этих Алисы и AI Overuse, он небольшой. Вот, ну, я уже в некоторых проектах посмотрел, в коммерческих нишах вот первая бета вебмастера показывает меньше 30%. То есть там где-то 20-15, то есть планка меньше там 20-30%. Вот, это уже фактически цифры на текущих проектах. Это то, что можно посмотреть в вебмастере. Вот, информационные проекты, э, планка 45, 50, 60% — это то, что вот по графикам можно посмотреть. Вот, кстати, рекомендую, кто еще не воспользовался, AI Алиса, как это называется, вебмастер инструмент, по-моему, в разделе «Эффективность» он появился. Ну, вы его без труда найдете там. Вот, New там мигает кнопочка эта, подсвечена. Вот, ну, то есть боль в том, что м, надо куда-то бежать, ну, никакого там эффекта на текущий момент получить оттуда в виде, ну, денег каких-то не получается от AI вот этих ответов в коммерции, по крайней мере. Вот. Ну и пятая боль, боль, наверное, таких маркетологов, SEO — это позиции растут, но это не окупается. Вот, то есть позиция — это не равно деньги, и даже метрики, там даже гео, то есть все позиции, все выросло, вот, но на деньги это мало повлияло. Вот, то есть бизнес размышляет все-таки другими категориями, вот, и за счет того, что SEO — это такой отсроченный инструмент, такой отложенного действия, для оптимизации нужно там полгода-год, если проект, ну, еще на нулях там находится. А, к сожалению, бюджеты режутся по SEO в первую очередь, если с проектом что-то пошло не так. Вот. Ну, кстати, не всегда. У нас вот недавно, вот прям на прошлой неделе проект, который не порезал бюджеты по SEO, но м, скажем так, внутри в команде были сокращения в инхаусе. Вот, но
канал как таковой остается. Вот. Ну, то есть SEO остается все-таки эффективным каналом. А, На экране сейчас несколько цифр, которые, ну, из, из нашего опыта, скажем так, по поводу полноты семантики. Вот, справа вот 6x — это рост охвата по проекту, ну, там, где из 12 тысяч получили 76 тысяч фраз. Рост по охвату, по цифрам, которые получились, в 6 раз. Вот, то есть, по сути, клиент просто, делая все то же самое по SEO, то есть не меняя там каких-то принципиально подходов, там, да, то есть in-house также работает, все как бы SEO-механизмы, они, подрядчики остаются, вот, но за счет того, что расширяется именно карта вот этих потребностей, расширяется, ну, фактически структура сайта, вот, она оптимизируется даже, можно сказать, она, ну, как бы радикально не меняется, но она оптимизируется под ключи, шестикратное изменение. Ам, Если это не делать, соответственно, ну, остается предыдущие показатели. Ну и если это в цифры переводить, то годовые потери вот 28 миллионов. То есть это если 2 миллиона в месяц, то, соответственно, за год это эти недоборы по цифрам, они, ну, масштабируются. Вот. Ну, такие подсчеты, они, скажем так, на проектах, они всегда производятся. Вот, они почти всегда не совпадают с реальными цифрами. Отклонения, ну, есть всегда какие-то там допуски, да. Вот. Но то, что эти цифры обязательно нужно считать, и без них вообще без вариантов что-то делать в Якоме и в крупных проектах особенно, это факт. Вот. То есть, ну, ваша задача, например, как SEO-специалиста, там, как агентство — это посчитать эти цифры, посчитать, ну, эффективность того, что будет сделано и как это повлияет. Вот, ну, дальнейшая реализация, ну, просто фиксируйте, ну, по факту, что происходит. Вот. Я на больших проектах есть даже кейсы, которые, ну, скажем так, по среднему можно прогнозировать даже трафик точно. Вот, соответственно, это и с цифрами тоже можно мэчить. Вот, ну, в общем, прогнозная аналитика, вот эта вся, вот это вот все, это прям must have. Делаем, замеряем, считаем. Очень, очень рекомендую. Вот, ну, здесь такой короткий слайд. Это из воронки трафика. Если у нас на входе один источник семантики, у нас был клиент, который, ну, скажем так, работал с семантикой, но когда выяснили, ну, какие инструменты фактически используются, выяснилось, что там только WordStat они использовали. Вот, то есть они собирали семантику, но собирали ее с помощью WordStat. Вот. WordStat — это не самый полный инструмент, скажу сразу. И, ну, дальше мы эти цифры там посмотрим. Но история как раз в том, что нельзя использовать, если вы работаете там с крупным проектом, какой-то один источник. Вот. Этот один источник, скорее всего, это только фрагмент. Вот. Поэтому ну, нужна вот именно эта полнота. Сейчас вот на крупных проектах радует тот факт, что заказчики уже, вот в тендерах даже заказчики указывают инструменты, которые они хотят видеть, ну, во время работы, которые нужно применять. То есть, грубо говоря, семантика из каких источников. Вот. И в источниках там около 10 уже источников доходит до таких цифр. Вот это прям радует, потому что фактически, ну, каждый источник, он дает какое-то дополнение, какой-то вклад ну, в спрос, в охват. А, Здесь схема на экране, какое место занимает
семантикой вот спрос в цепочке ценности. То есть вот на старте есть клиент, он идет в поиск. Если между сайтом и поиском и клиентом, по сути, находится карта вот этих потребностей, так называемая карта потребностей, SEOшник назовет ее там семантикой, вот, маркетолог назовет ее, э, как они ее назовут, ну, что-то вроде спроса там, то есть ну, в эту сторону вектор. Вот, но фактически это и те, и те названия — это правильные названия. Вот, то есть это как раз стыковочный такой элемент, вот, между поиском и сайтом. Дальше на сайте появятся страницы, контент, это все попадет в выдачу и будут, ну, то есть, соответственно, какие-то покупки происходят. Вот, то есть в этой цепочке, если разрывается вот здесь стыковка между поиском и сайтом, то, ну, то есть ничего не будет. Это вот эти трехмиллионные, там 3,7 миллионные каталоги, с такими аббревиатурами в названиях и с такой, ну, подготовкой, да, к продаже. Ну, то есть это как, не знаю, на складе закинуть этот товар куда-то в далекий угол, его там никто никогда не найдет, и он никогда на прилавке даже не поступит. Вот. Ну, то есть фактически вот ситуация примерно так выглядит. То есть огромные каталоги, и они не стыкованы с поисковой системой. Вот, то есть эта стыковка, она обязательна, то есть без нее ничего не будет. Вот, это сколько мы занимаемся семантикой, уже 10 лет, и все это время сейчас, да, надо отдать должное, а, как просвещению, да, и всяким там и конференциям, тому же Яндексу. Миша Слинский много делает в этом направлении, то есть объясняют, да. То есть он как, в свое время, он еще когда работал, Викимарт, по-моему, компания называлась. Вот, Михаил Слинский — это руководитель, как направления, там, амбассадор, в общем, как-то вот поиска или как-то, в общем, как должность, я не помню, как точно называется, но смысл в том, что он всегда говорил про этот, механизм. То есть, работая через, спрос, то есть это, как это называется, официальная позиция поисковиков. Он об этом говорил, еще тогда, и за 10 лет ничего не поменялось. То есть есть спрос, его нужно удовлетворять. Вот, ну, то есть, соответственно, семантика — это как бы одобренный, поддержанный и там всячески сейчас улучшаемый инструмент, для маркетолога и для проектов, для бизнеса, который, ну, сам поиск его продвигает. Вот. То есть это не поведенческие факторы, это не какие-то там странные манипуляции с выдачей. Это, ну, нормальная системная работа по изучению и продвижению проекта. Вот. То есть эту работу поддерживают сами поисковики и, ну, в лице, их представителей на конференциях мы это, ну, только каждый раз подтверждаем и видим. Вот, что вот касается, процентов и, м, части собранной семантики, вот этот слайд как раз про вот это правило Паретта. Это вот собрав, условно говоря, там, не, миллиард, там, не миллион запросов, собрав, ну, сильно меньше, там, ну, сотни, там, тысяч запросов или там десятки тысяч запросов, но собрав именно, правильные запросы, которые, соответствуют вот трафику, 80% трафика, именно ваши бизнес-запросы, которые под проект именно для бизнеса нужны, можно вот экономить именно на, размере, э, той работы, той семантики, которую вы, обрабатываете. Вот, грубо говоря, там это и частота, то есть, вы за счет, не знаю, низкочастотки, там, нулевок, единичек можете, сильно сократить размер ядра
там даже в каких-то проектах единички, двоечки, троечки там отрезаются, четверки остаются, где-то даже пятерки. Вот в информационных проектах там другая политика, там прям по кластерам суммарная частота, например, кластера 100 переходов, ну, по верстату, да, 100 это считается мало. Вот, где-то от 1000 там начинаются уже показатели по кластерам, которые интересны в проект. Вот, ну, то есть вот эта история с м, эффективностью, то есть собирать лучше ту семантику и внедрять ту семантику, которая принесет вам максимум эффективности и трафика. Вот. Это семантика не одинаковая, то есть ее, ну, то есть внутри можно делать оптимизацию. Карта потребностей, 6 решений. Ну, здесь я быстро уже пробегусь, там у нас по времени уже затянули, да, сколько там, 50 минут. Первое решение — это э, такой инструмент, скажем так, то есть это уже на агентах то, что работает. А, Можно в агенты подключить все возможные, все доступные вам для проекта данные, источники данных. Вот их может быть их может быть очень много. Источников семантики, например, ну, вот в наших схемах там около 30 их. 26 было там в предыдущие годы, сейчас появились еще дополнительные. Вот, ну, из основных там вы можете в агенты подключить WordStat, например, те же подсказки. У подсказок Suggests, вот они здесь называются, есть API. API хорошо интегрируется, оно не банится, в отличие там от, например, WordStat там или каких-то сервисов, которые во время нагрузки, если вы начнете там, не знаю, базу скачивать там на 100 тысяч ключей с них, то они могут просто забанить эту всю историю. WordStat легко. Вот, подсказки, ну, у них нету такой проблемы, то есть они очень быстро отдаются. Вот, ну, единственное, что в них нет частоты, вот, но подсказки можно эффективно, как расширяющий такой источник применять, ну, практически, ну, ну, во многих этапах, когда идет сбор агентами семантики. Вот, то есть это в первую очередь WordStat, подсказки, базы. Например, тот же Bookvarix. Вы можете, у Bookvarix есть тоже API. Вот, плюс вы можете, по-моему, 2 миллиарда ключей, база. Вы можете ее скачать к себе на там жесткий диск. Вот, эту базу превратить, ну, в какой-то, ну, в общем, в базу данных, оптимизировать ее под ваши запросы и локально использовать ее для, например, работы, ну, для подготовки, не знаю, там, ТЗшек или для сбора каких-то локальной семантики, там, какой-то точечной семантики. Вот. И полнота просто этой базы, она высокая. Ну вот, вы можете, ну, грубо говоря, локально поискать по локальной базе, а потом уже с отвалидированными ключами, ну, уже хотя бы с чем-то, идти в другие источники. Можно так поступать. Потому что некоторые источники у нас платные, некоторые бесплатные. Мы можем оптимизировать расходы, грубо говоря. Вот. Плюс есть API появились и ну, не на самых дешевых тарифах, но доступны тарифы у Spywords, у KSO. То есть в этих сервисах также можно, к ним можно подключать агенты. В общем, любой сервис, у которого есть API, вы можете его подключить. Даже если у вас нет API, вы можете использовать, у Клода есть а, плагин, расширение для, по-моему, Хрома, называется Claude как-то Chrome-код или что то какое-то, в общем, такое название. Вы без труда найдете. Оно, в принципе, ну, стандартное для Клода. Вот, в интерфейсе, по-моему, даже есть ссылка на это расширение. Вы поставите себе это расширение, и Клод, через расширение к браузеру может ходить по вашему, как бы из вашего сайта, из вашего браузера, с вашими данными.
То есть вы можете ему открыть, например, сервис какой-то и попросить в этом сервисе, там, не знаю, найти там проекты, которые м, релевантные проекты под вашего клиента или под вашу тему, или там найти топ-лидеров в какой-то нише. Вот. И это данные будут не какие-то там из интернета скачанные, там отчеты непонятные, сгенерированные кем-то. Это будут фактически цифры, которые вы выгрузите из сервисов. Вот. Ну, то есть вот на этих этапах автоматизация агентами, она на сегодняшний день, я считаю, обязательно. То есть если у вас этой истории нету, то, ну, скорее всего, вы уже отстаете. Вот, ну, тот же там XML River, кто пользуется, там, это API-инструмент, который позволяет там и Wordstat проверять без банов, скажем так. Если вы ломанетесь в Wordstat даже с хромом, с этим расширением для клода, скачивать семантику, то ну, не исключено то, что на каком-то часе работы вам WordStat просто забанят. Вот, ну, если прям сильно там выгрузками займетесь. Вот. А здесь через XML River там или какой-то аналогичный сервис вы можете получать через API данные, ну, напрямую, да, то есть вам нужна выдача, вы можете получить эту выдачу через, ну, соответственно, сервис. Э, Плюс сейчас же Яндекс XML всякие вот эти истории развивает. Вот и в тех же сервисах вы можете видеть эти лайв-выдачу, реальную выдачу и ну, вот эту XML-выдачу, которую поисковики отдают, которая, ну, по сути, покупается у поисковиков. Вот. То есть м, приведенные там 6 источников, там 6 слоев по сбору семантики, то есть 6 таких кубиков. Это не, как бы, не план минимум, да, то есть это, ну, просто пример того, как работает сейчас, система вот именно по, сбору семантики, как ее можно выстроить. То есть организовав общую базу, вы получаете, по сути, ну, такой, как спрута, который может тянуть семантику со всех источников, причем это может происходить одновременно, проверяя там дублирование или дополняя в эту базу а, на один ключ, дополняя просто дополнительные знания. То есть вы можете, если ключи повторяются, то база будет не игнорировать эти ключи, а просто накапливать по ключам дополнительные их знания. Вот, ну вот пример по одному кластеру, по именно максимальному расширению, здесь с нулевками, вот, но тем не менее э, расширение по конкретному кластеру, по конкретной ветке, ну, в семантике, по спросу, за счет разных инструментов. Wordstat дает там один прирост, через подсказки на парселе тут больше всего получилось, там 400 с чем-то ключей. Вот, локальная АБД — это вот, то, о чем я говорил, про то, что вы можете букварик скачать к себе на диск или там, не знаю, какие-нибудь базы там Пастухова, там МУАП еще у кого-то где-то сохранился. Вот, то есть можно это все. Ну, то есть базы локальные можно применять очень быстро и эффективно. То есть в сумме это все дело приводит ну, к кратному росту ну, точности этой семантики. То есть вот здесь 3,7 раз на одной теме. То есть категория, ну, по сути, выросла там в 4 раза именно по детализации ключей, по детализации семантики. Ам, Решение, ну, мы на прошлом эфире его немножко так смотрели. Вот это решение касается антологии. То есть антологии, вот то, что мы не просто можем сущность или там ключ какой-то ну, впрямую использовать. Мы можем этот ключ раскладывать на, ну, как бы на запчасти, да, то есть раскладывать его на элементы.
То есть берется, например, основной запрос, из него вытаскивается бренд. Вот Man, например, у него в запросе есть модель, то есть отдельно выделяется модель, узел, тормозная система, то есть на основе, например, артикула AI алгоритмы понимают, ну, классифицируют этот артикул, да, классифицируют его определенным образом в категорию. То есть мы можем сюда уже добавлять какие-то категории, колодки передние, ну, это как деталь, как параметр, да, как характеристика. Вот, и атрибуты, э, диаметр, там, какой-то номер OEM и так далее. То есть на самом деле вот эти все сущности, они простраиваются очень, ну, быстро и, м, короче говоря, если у вас каталог, например, вот на 3 миллиона, то, вы ну, в целом за, ну, несколько дней, может, там, ну, до недели, можете, с отлаженными уже механизмами вот разбора на антологии вот эти, разбора, ну, вашего каталога, дальше вы можете это все вторым этапом мэчить с семантикой, мэчить со спросом. Вот, ну, то есть вот такого порядка манипуляции, они до сих пор были, ну, в основном это все только можно было руками делать. То есть, нужен специалист, который классифицирует все эти артикулы, разложит их там по категориям, подкатегориям, и все это нужно делать ручками. Вот. Причем это должны быть, достаточно квалифицированные специалисты, которые в ассортименте хорошо разбираются. Вот. И это не вчера человек начал работать, то есть это, ну, то есть дорогостоящая операция, которую можно с базой сделать. Вот. Часто она не сделана. Вот. То есть что, у нас, ну, то есть что происходит с, каталогом после такой обработки? Ну, вот здесь на слайде такие вот примеры, приведены. Там что то колодки Наман, 18440. Я не знаю, что это за колодка там и что, ну, что с этим делать, но, я точно понимаю, что, а, база на 3 миллиона запросов, с какими-то обрывочными такими данными из, номенклатуры, э, больше половины этих данных, можно восстановить с помощью, вот этих, алгоритмов и вот этих антологий, которые, агенты автоматически могут, ну, при правильном, ну, как бы подходе автоматически могут, классифицировать и разложить. То есть, грубо говоря, на вход получаем кривой, косой, обрезанный, там, сокращенный какой-то каталог, на выходе получаем, а, не на 100%, но, порядки высокие, там больше 50-70% каталога может быть, структурировано и отработано, ну, по классификатору. Вот. Ну, то есть это очень круто. То есть то, что можно сейчас делать, это, ну, прям серьезный, это новый как бы этап вот в работе, например, для крупных проектов. А, Решение вот по поводу брендов. У нас есть бренды, соответственно, мы эти бренды нормализируем, да, то есть приводим к, ну, к правильному, как бы виду. И может так получиться, что вот эта база на, там 3 с чем-то миллиона, она ну, как бы свернется, ну, либо, если не уменьшится по количеству наименований, то, в ней сильно, сократится количество уникальных сущностей. Потому что, вот на текущем, примере это порядка 40 раз, сокращается, ну, как бы дублирование внутри вот такой огромной базы. То есть фактически база, ну, как бы она меньше, но за счет вот этих дублей, которые там от разных поставщиков могут приходить с разными наименованиями и так далее, ну, вот на конкретном примере здесь в 40 раз идет, дублирование, то есть база, по сути, уменьшилась в 40 раз, но она и была в 40 раз меньше,
Просто она раздулась из-за того, что разные поставщики в разном формате один и тот же товар добавляли. Вот. А, Следующее решение — это то, что вот применяем, ну, то, что вот отчасти было на прошлом эфире, это работа с поиском темы, работа с техническими заданиями на тексты. Вот. Когда у нас есть исходная, например, тема, ну, здесь написано ДНК, это сокращение там что-то. В общем, ну, в принципе, оно логично, да, ДНК тоже как ДНК темы. Даже без сокращения понятно, что это смысл темы. Вот, то есть AI, вот этот агент раскладывает нашу исходную тему, на которую у нас пишется техническое задание, раскладывает ее на сущности, а, и м, каждая из сущностей получает, то есть вот эти элементы, на которые распалась сущность, они обязательно должны быть связаны с исходной темой. И вот этот вариант, ну, когда вот это идет разделение на элементы, да, как это, на свойства, на антологии, вот эти разделения идет темы или ключа, э, там самая главная потом проблема, что обратно это может не собираться. Или собираться, но в другом порядке или в другом смысле. Вот эта проблема, это прям серьезная вещь. То есть, ну, то есть, с одной стороны, нам кажется, что мы классно поделили запрос на элементы, и мы теперь понимаем вот эти антологии, как бы из чего он состоит, что с ним делать и так далее. Но это вообще не гарантирует, что мы с этих антологий гарантированно получим исходную тему. То есть, ну, не знаю, понятно ли, понимаете ли, о чем говорю, но когда вот вы начнете именно автоматизировать вот эти процессы, когда вы пишете, например, техническое задание на тему, а потом пытаетесь это техническое задание, ну, например, редактору показать. Вот. Редактор может сказать, что с ним все окей, но когда вы по этому техническому заданию начнете писать с помощью AI-робота текст или пытаться там, ну, какой-то контент создавать, автоматически именно, может так выясниться, что обратно оно не мэчится. Ну вот пример на экране, там вот с мытьем окон в теме статьи был маленький нюанс. Там была тема сформулирована про мытье окон снаружи. То есть присутствовало понятие, то есть не в квартире помыть окна, да, а помыть окна с другой стороны. Вот. Но вот этому дифференциатору алгоритмы не придали большого значения, он был как ну, дополнительный элемент. То есть вот эта функция не попала в в ядро темы. И получилось так, что алгоритмы, вот когда вы пишете там с помощью там, LLM-ок тексты или генерируете технические задания, или там пытаетесь тоже семантику собрать, а, они промахиваются. То есть может так получиться, что тема соберется просто на мытье окон. Вот. И на самом деле смысл этой темы в том, что ну, по большей части в контексте проекта это роботы вот эти мойщики и всякие инвентарь для мытья окон. Вот. Это не скалолазание там, то есть это не в Москва-Сити окна мыть, это именно, ну, такой бытовой, там, ну, то есть для маркетплейсов. Контекст маркетплейса, да. Вот важная история, контекст еще задавать для ваших агентов. Вот. Ну, короче говоря, ДНК-темы, когда вы вот пишете автоматизация, вам нужно делать еще как бы
контролирующих агентов, которые бы проверяли с помощью, опять же, AI-метрик каких-то. На самом деле то, что получилось, оно относится к исходной теме, собирается обратно из того, что мы нагенерили, ядро темы, или не собирается. Вот. Кажется, что это, ну, как бы такая странная, да, проблема, но на масштабе, когда вы масштабировать начинаете эту историю, э, вот данная проблема — это прям, ну, она огромна. То есть вот эти ошибки, они как раз вот этом дифференциаторе. То есть вам нужно в ваши агенты обязательно заложить эту функцию и вот это решение с ДНК-темы. То есть оно здесь названо ДНК-темы, ну, это условно там у нас, грубо говоря, название. Можно назвать там core-ядро темы там или ядро темы там. Ну, то есть смысл темы. Вот. И вот эту проверку обратную ее обязательно нужно делать. Вот. Это такое решение, которое, ну, сильно поможет вам, э, как бы сократит вам количество бессонных ночей, которые вы проведете за этими агентами. А, Дальше решение по поводу, ну, вот той же темы, ну, как это работает, ну, на одном из примеров агентов. Вот, так, у нас по времени уже у нас еще много там элементов. В общем, ну, здесь принципиальная схема, можете ее как бы в презе потом посмотреть. То есть это, ну, такой пример одного из агентов. То есть это вначале идет, ну, сбор вот этого ядра темы, ам, и третьим элементом идет вот этот валидатор. Вот. Ну, то есть тут еще вам важно настроить этапность, то есть как это будет собираться там из разных слоев, там разных баз, например. Потом это все мэчится, чекаться, выстраиваться вот эти вот, как они, дифференциация вот по дескрипторы будут выстраиваться на ваши собранные данные, да, и эти данные надо обратно в эту тему сверять. То есть вот эту сверку, это по опыту лучше всего делать отдельным агентом, который независимо работает параллельно от тех же дескрипторов и, ну, по сути дела, пытается назад приклеить в ДНК темы, подходит это или нет. И даже на этих этапах, даже на этих этапах возможны ошибки, но там уже такие ошибки, ну, как бы логические остаются. Вот. Большая часть ошибок после валидации или нескольких циклов валидации. Иногда бывает одного цикла недостаточно, то есть нужно еще дать дополнительное время там, да, или дополнительные проверки. Вот. Но важно, чтобы это работало, чтобы эта как бы структура, она ну, циклично функционировала, чтобы у вас ну, как бы не было линейности в этих процессах, потому что линейные процессы вот в этих агентах, они, с одной стороны, работают быстро, как N8N, там, да, вот выстроили там цепочку, и по этой цепочке пробежались. Вот. Агенты это сделают очень быстро, вот, но эффективность таких решений, она небольшая. Вот. Чтобы эта штука работала интеллектуально, здесь все-таки нужна ну, такая системная работа и цикличность. Обязательно здесь должна быть цикличность, чтобы агент работал, то есть на каждом из этапов, который он проходит, у него была возможность э, пересобрать этот этап. Потому что, ну, с разными параметрами, с разными вводными, по-разному может отрабатывать. В общем, вот у меня внутри эти агенты, то есть сам Клод называет эту штуку роутер. То есть у него должен быть агент, который контролирует весь процесс. У него должны быть ну, мозги ну, как бы максимальные. Вот, внутри должен быть агент, который занимается просто сбором данных. Вот, это
вплоть до того, что там автоматические скрипты. И, в промежутке между этим должны быть, агенты, у которых, ну, не сильно много мозгов, они им просто не нужны. Это, ну, такие агенты, роутеры так называемые. Вот, они просто должны, ну, простые какие-то понятия понимать. Там, грубо говоря, подходит запрос в группу или не подходит. На уровне семантики, не лексические оценки, а на уровне семантики, то смысла. То есть это вот в Ворстате, например, левая колонка — это лексика, то есть лексическое слово мы вводим, и нам как бы все хвосты выводятся. Вот. Здесь же роутеры с агентами могут работать с семантическим смыслом. Они могут понимать, что Adidas по-русски, по-английски — это одно и то же, там, и там Adidus — это, ну, то есть вот эти все смыслы — это уже семантические агенты. Вот, вам это, ну, в роутеры тоже надо закладывать этот процесс, то есть чтобы они понимали, да, то есть не только словами там оперировали, как скрипты, вот, а семантически с этим работали. Вот. В общем, смысл в чем, что вам не обязательно тратить много денег на оптимизацию, ну, то есть на работу агентов э, с рутиной. Это можно проводить с помощью там каких-то, ну, либо вообще скриптов, как на N8N там, да, вот, либо, ну, каких-то дешевых моделей, как в Клоде там модель называется, э, хэ ха Хайку, вот какая-то самая простая, она может там, она дешевая, вот, она быстрая, то есть вы, ну, как бы экономите, по сути, эти лимиты, вот, ну, по сути, это деньги, да, вот. А основное мышление и стратегические какие-то вопросы, они идут с помощью, вот это Core агент, его лучше там запускать с максимально умными моделями, типа там Opus, там Max или там какой-нибудь Middle хотя бы, вот, чтобы стратегически правильно построить. Вот, какие-то рутинные операции идеально на сонете делаются. Вот. То есть вот эти нюансы, казалось бы, нюансы, они сокращают там в 5-10 раз расход лимитов. Вот. Я эту штуку не знал, вот, но когда я узнал, что, оказывается, можно в различных агентах задавать различный, как бы уровень, ну, мозга, да, вот этих, моделей, что можно там простые операции делать практически бесплатно, вот, не тратя лимиты. Это, конечно, очень, ну, меняет, расход, потому что, а, ну, при вот этой всей автоматизации, когда это все начинает работать, с одной стороны, это, очень воодушевляет, и наконец-то получилось, и реально там все заработало. Но с другой стороны, когда вы смотрите на счет, эта история уже как бы другая сторона, оборотная сторона медали. Вот. Ну, то есть вот, в этой структуре, вот архитектуре вот этих агентов, когда вы ее выстраиваете, вам, ну, важно учитывать, сложность задач, которые внутри каждого агента вы выполняете. Ну, давайте так. То есть вот если вы это учитываете, соответственно, вы экономите, там в 5-10 раз, расход ваших, там лимитов, аккаунтов и так далее. А, решение так, по времени у нас уже больше часа. Это нормально. Э, Нормально? Да, это вот, решение, о котором я, ну, на предыдущих этапах, упоминал. Это когда мы, делаем, возврат, то есть вот эта цикличность. Ну, здесь она reconstruction названа, чек. В общем, внутри агентов, важно, м, возвращаться, сверка с первоисточником. Если вы, например, подбираете кластер под тему, а, машина, то есть, агент вам что то подбирает, то есть все происходит, все делается. Потом то, что получилось, его обязательно надо чекать, возвращать, совпало ли это с задачей. А,
постоянно, вот если даже в чате там с Клодом идет работа, агент забывает о том, с чего он вообще начал. Он ушел там в анализ, пошел там потом, проверил там базу, потом что-то побежал там почту проверил, и все, и забыл. То есть изначально там задача была там семантику собирать, а он про нее вообще забыл. Я так вот постоянно вот у меня несколько ночей, у него задачи оптимизация базы данных ключевых запросов, да, то есть глобальная база данных, ее надо каждую ночь оптимизировать. Он из недели может несколько ночей только сам поднимается и сам вот, ну, проводит эти операции и не падает, не забывает об этом. Вот в основном процессы вот, то есть просто забывается исходная задача. Вот. То есть это постоянно нужны напоминания. Вот, я уже даже крон использую для этого, то есть, как бы, системная, там раз там в полчаса, дается, как это, хук или как-то эта история называется. В агенте появляется там, ну, какая-то задача. Вот, ну, как будто бы его пинает. Вот. Потом выяснилось, что даже это решение, как бы автоматический хук в Клоде, он его не будет. Вот. Ну, то есть это вот прям базовая проблема, да, что постоянно нужно контроль. Вот, на текущий момент, как я понимаю, то есть у Клода такая политика вот именно в интерфейсе, в UX, у них нет такой функции, чтобы прям автоматически можно было там скриптом как-то этого Клода будить. Я думаю, можно как-то извратиться, да, но сам он себя не может запрограммировать так, чтобы он как робот работал беспрерывно и не отвлекался ни на что. Вот, ну, в общем, это проблема, эта концепция, она и здесь тоже в автоматизациях всплывает. То есть ну, то есть у меня вот, например, собирается там пакет, там 10 кластеров, да, собрались 10 кластеров, я начинаю это проверять, что получилось, и пока нет вот этого контролирующего звена, э, обязательно из 10 кластеров там 3-5 что-то мимо, что-то не с теми формулировками, что-то относится не на 100% к теме. Вот, то есть вот эти ошибки, то есть их нужно исправлять, ну, либо циклично, вот, ну, либо, ну, валидировать потом в конце. Вот. То есть не все так гладко. Я вынужден об этом все время говорить, что если вы занимаетесь, автоматизациями, то, ну, нужно как-то это, учитывать. Что вот ну, было-стало, то есть у нас, ну, грубо говоря, например, собирается семантика на там 500 тысяч ключей. Вот крупный проект, вот, ну, 500 тысяч ключей получается. Вот, если это было раньше, то есть команда там 5 человек, 3 месяца и, ну, то есть много ручной работы, вот, на сегодняшний день это, большая часть работы делается, агентами. То есть вот по, то есть можно 3, например, агента запустить, и один человек будет их валидировать, да, то есть просто как бы контроль. Вот, то есть на сегодняшний день функция контроля перекладывается больше на человека, а рутина, автоматизация, она, ну, перекладывается вот на этих самых агентов. Вот, что самое, наверное, приятное здесь, то, что, а, временные, показатели, они, ну, в разы, там, ну, наверно, в десятки раз, больше, лучше. Вот, то есть, ну, грубо говоря, то, что делалось там 3 месяца, да, теперь это можно, ну, если автоматически, да, все получается, тематика простая, то это можно сделать там, условно говоря, там за неделю, да, там за 4 там дня. Вот, но автоматика дня 4 отработает. Вот, то есть, а, порядки, скорость, вернее, работы, она выросла. Что касается стоимости работы, здесь, интересный такой парадокс получился, что мы, с одной стороны, AI тут, супер круто все делает,
там быстро собирает семантику и какие-то качественные прорывы, но фактически денег это становится стоить еще дороже, чем стоило до этого. Вот работы сделано больше, это факт. Вот. Но то, что сейчас, ну, можно сказать, что это все бесплатно, это тоже не так. То есть на лимиты, там, на токены моделей тратится, ну, если вы там с этим сталкиваетесь, то вы понимаете, что вот эта работа, которая ведется, она не бесплатная. Вот. И тут как раз, да, вот тоже интересный момент по оптимизации, по там выбор правильной модели, там и так далее. Вот. Ну, то есть меняется очень сильно качество, скорость работы, стоимость пока это дорого. Вот. Если у вас там, не знаю, там трехмиллионная, 10-миллионная база, просто обработка, переквалификация ее там, раскладывание там по категоризация и разметка там каких-то первичных данных, это может занять уже какое-то количество там лимитов и, ну, короче говоря, это может произойти быстро, но на это потратится какое-то, ну, большое количество там токенов и лимитов. Вот. Ну, то есть не все так гладко. Вот. При том, что, казалось бы, работа стала делаться там в несколько раз быстрее, но за счет того, что это дорого, ну, в плане лимитов, здесь, ну, как бы пока что для заказчика какая-то там, ну, супер экономия по бюджетам, ее не происходит. Ну, то есть агентства не могут сказать, что все, мы теперь в 10 раз быстрее сработали, значит, нам в 10 раз меньше денег надо. Агентство говорит: нет, мы просто потратили теперь эти деньги не на сотрудников, вот, эти деньги у нас уходят на оплату моделей, да, то есть на всякие там токены, API-шки и так далее. Вот. Ну и последнее такое решение — это по контенту. Вот у нас порядка там 1000 было статей, то есть карта потребностей, ну, примерно на плюс-минус там 1000 страниц. Вот, патентная история, вот, патентная как-то юрист, ну, в общем, компания, которая в этой истории, ну, в этой теме. Вот, ну, это, соответственно, большой проект именно ну, как по контенту. Вот, здесь, количество материалов, оно очень большое. То есть 1000 материалов создать, вот, если это, в среднем там порядка 10 000 знаков на материал. Э, Плюс-минус, там некоторые большие, некоторые поменьше, но вот примерно такая история. В общем, это очень дорого. То есть если создавать контент ну, как копирайтеры, да, то есть если писать такой контент, экспертный причем, это не 1000 страниц просто там новостных каких-то обзоров. Это юридическая тематика, то есть ее проверять надо. Вот. Но и при этом в этой даже теме экспертной, на базах, вот на рак вот этих всех историях, вот на базе исходного контента, хороших референсах, получается генерировать, ну, вот этот большой объем контента. Вот. За счет того, что это м, ну, не редакционная история на 100%, э, увеличивается скорость. То есть, ну, по предварительным оценкам это было там примерно на год нужно было. То есть если это бы делали с помощью редактора, это бы заняло там год. Вот, и, ну, 1000 разделить на там даже на 10, это по 100 материалов в месяц примерно. Вот, ну, это команда из там 3, наверное, 4 человек. То есть, один копирайтер, ну, порядка там 20-30 000 знаков пишет в рабочий день. Вот. Короче говоря, это целая команда на год.
Вот. В нашем варианте с AI, вот, ну, тут написано контент-завод, но это не совсем так. То есть контент-завод — это когда полностью автоматизированная история. В юридических тематиках, тем более там в каких-то там таких серьезных нишах, а, автоматизация, там типа залили контент, там, не знаю, там все там десятки сайтов наштамповали, такого нет. Вот. Но писать с помощью ну, правильных моделей, правильных настроенных и откалиброванных а, моделей хороший контент экспертный — это сейчас, ну, уже реальность. Это уже, ну, нужно так делать. Э, Это схема, которая вот и на прошлом эфире тоже говорил, то есть контент-завод плюс редактор. То есть редакция обязательно это все ну, вычитывает, вносит там какие-то уточняющие промпты, там корректирует, исправляет ошибки там и так далее. Вот, неточности, может, какие-то возникать. Вот, в этой связке на сегодняшний день это, ну, прорывное решение. То есть вот, ну, условно говоря, на год бюджет по контенту, там порядка 10 миллионов на весь контент там, да. Если мы работаем с помощью, ну, подобных решений, генерация плюс редакция, стоимость уменьшается там в 2-3 раза. То есть это уже там не 10 миллионов, там, 5-3 миллиона или, на небольшие. То есть когда уже набран какой-то темп, там уже еще можно сокращаться скорость, сокращаться бюджет и, ну, то есть, генерация контента уже там, ну, условно говоря, тяжелее всего первые там 100-200 материалов генерируются, и обучается модель. Вот, а дальше, когда уже все обучено, уже все цепочки отстроены, исключения описаны, то есть какая-то контентная политика сформирована, дальше это может еще меньше, еще дешевле стоить. Вот. Ну, то есть вот это решение, оно, ну, на сегодняшний день даже стало, не то что, как бы рекомендованным, то есть, ну, клиенты в основном сейчас именно на него и переходят. То есть, это, генерация контента плюс редактор. Редакторы сейчас не то есть копирайтеры не исчезают, они, ну, просто начинают немножко иначе работать. Вот, то есть больше заниматься не написанием, а редактурой текста и, такой типа AI-промптингом даже. Вот. Ну, то есть вот это решение как бы очень, очень рекомендовано. Э, 3 рабочих уровня. Ну, здесь, обобщение такое. То есть у нас, полная семантика на семантику. То есть это как раньше было, да, то есть есть семантика. Вот на текущий момент на эту семантику наворачивается, вот этот анализатор, который анализирует эти онтологии, таксономия, онтология, строит сущности. И дальше с помощью, агентов, идет, ну, масштабирование этой семантики, то есть внедрение, по сути, этой семантики, в проекты. Вот, то есть вот эти, 3 связки, то есть, изначально раньше, там несколько лет назад работа была только, ну, с семантикой. Вот, и дальше, ну, внедрение занимало, ну, значительную часть времени, и это было, ну, также ручная работа, то есть это SEO-компания, там SEO-специалисты, in-house там и так далее. Вот, то есть на сегодняшний день, с помощью агентов можно, ну, максимально эту всю штуку, ускорить. Если у вас есть опыт соответствующий, ну, накопленный, вы этот опыт можете переложить в агента. То есть написать, например, ну, вот самый простой пример — это, там, не знаю, сайтмэпы. То есть вот, систематическая проблема, то есть вот у нас там на проектах, э, проверка, валидация, там, ну, правильно, короче говоря, проверка сайтмэпов. То есть если у проекта там несколько миллионов урлов, это все выгружается в сайтмэпы, и сайтмэпы не всегда хорошо отрабатывают. Где-то скрипты могут падать, где-то там ошибки в сайтмэпах, там, какие-то,
там экранирование не происходит, там где-то какая-то запятая там или что-то в этих сайтмэпах пролазит. И, ну, короче говоря, ошибки. То есть раньше нам нужно было там, не знаю, какой-то инструмент постоянно запускать там по ночам или какую-то свою автоматизацию делать. А, Фрог там, да, там ночью, вечером запустил этот проект, он отсканировался, с утра я уже там смотрю какие-то отчеты. Вот. Сейчас это все вы превращаете ваш опыт в анализе с сайтмэпа, превращаете в этот скилл или там в агента на клоде. Э, Этот агент может работать без AI вообще. То есть вот в частности агент с анализом сайтмэпа работает без клода. То есть он автономный. Вы можете его там записать на флешку, пойти там, не знаю, товарищу там или какой-нибудь в компании, просто его запустить с флешки, он отсканирует ваш сайт, там или сайт какой нужно, и сохранит это все там же на флешке. То есть вот этот подход, вот эта концепция, она на сегодняшний день, по-моему, ну, самая рабочая и универсальная. То есть вы сначала строите из таких кирпичиков решения, потом эти решения собираете, комбинируете, да, с помощью этих агентов выстраиваете уже, ну, более сложные какие-то конструкции. Вот. Эта история вот сейчас, ну, то, чем сейчас именно нужно заниматься. Кто-то уже, ну, последние там полгода занимается активно именно написанием вот этих агентов. Вот, как оказалось, ну, то есть, в принципе, то, что я, например, раньше писал в курсоре, по сути дела, это то же самое написание агентов. То есть на курсоре там, например, у меня была там реализация технического задания, там анализатора, там, семантики, кластеризатор. Выясняется, что этот опыт вы можете просто подключить, оформить его в агентов, и у вас будет, ну, таких микроработников, целая команда. Да, то есть дальше вы можете это все дело масштабировать. Ну, дальше там, не знаю, по времени, да, уже 37 минут. Ну, в общем, немного тут цифр. Цифры эти останутся, вы можете это все в презентации будет скачать. Вот, ну, вот, пример клиента по Депо-1, у нас тут псевдонимы для клиентов. Да, ну, в общем, это запчасти. Да, насколько я да, это тот самый клиент. Да, запчасти там порядка, даже не 400К, там ближе к 500К, каталог. Вот, и вот, да, там получается на старте до расширения там 12 тысяч семантика, после расширения 76 тысяч. Вот, 3 543, ну, это почти там 4000 категорийных страниц. Вот, это только корневые. Вот, что теперь дальше? Там еще с каталогом можно поработать, товарную семантику обработать. Вот, ну, то есть, работа по, расширению семантики и, ну, сбору, ну, она меняется радикально. То есть, ну, грубо говоря, без этих агентов уже, ну, я не представляю вообще, как это может вообще работать. Вот. А, Следующий, пример, B2B спецтехника, э, рост индексации. Да, ну, здесь, именно с индексацией были проблемы. Вот, ну, цифры там за 6 месяцев, в общем, а, 66% увеличилась индексация. Ну, то есть это только благодаря вот этим, как бы правильным названиям, скажем так, вот этим вот, некорректным там сокращениям и так далее. Да, вот автозапчасти у нас под кодовым названием "Терминал-1". Вот здесь, да, 3,7 миллионов товаров в каталоге. Бренды в этом списке сократились до 523 бренда. То есть это даже не в 2 раза, это даже
в 20 раз, сколько тут получается. Короче говоря, с брендами полный атас был. Товарные группы порядка до 100 товарных групп. Ну, в общем, да, вот, да, сокращение мусора в 40 раз. Все, вот примерно 40-кратная, да, оптимизация базы получилась. Вот, ну и такая база уже совершенно иначе ранжируется, то есть с ней, по крайней мере, можно что-то уже делать. Патентное бюро, да, ну вот это про статьи. Здесь получается 1000 материалов в плане. Да, там тоже на этапы разбивается, то есть вы можете, ну, как это, итерациями, да, там пакетами, спринтами какими-то двигаться, то есть первыми там, не знаю, 100 материалов написать, на них научиться, вот, а дальше уже, ну, масштабировать эту всю историю. А, Так, классический поиск. Ну, я думаю, уже можно переходить дальше. То есть все, у меня все. То есть карта потребностей, она у нас сохраняется на текущий момент. То есть, стратегически вот, логика вообще работы, как, Михаил Сливинский вот по представитель "Яндекса", как он говорил на всех конференциях, еще там с Викимарта. В Викимарте еще говорил, что, собирайте полный спрос, собирайте всю семантику, какая у вас только может быть, и будет вам счастье. Собирайте и внедряйте. Э, Методология остается. То есть как было сбор спроса, так и остается. Инструменты меняются. На сегодняшний день, фиксируем, что какой-то у нас апрель 26 года. Актуальные инструменты Клод, агенты. Это инструменты вот, ну, 26 год, наверное, я надеюсь, кроме, если только, не знаю, что еще может появиться, я уже ничему не удивляюсь. Но, в общем, на сегодняшний день Клод плюс агенты. Вот, это дает сейчас максимальную скорость. И что важно, предыдущие наработки, они остаются с вами. То есть если вы нарабатываете вот, инструментарий, в плане там агентов или каких-то решений, вы эти инструменты можете встроить, ну, то есть в растущий вот этот вот, в растущую систему, AI-агентов. Вот, и будет счастье. У меня все. Спасибо. Если есть там Дмитрий, вопросы. огромное спасибо за такой титанический труд. Подготовить такую презентацию, систематизировать знания — это очень большой респект тебе за это. Спасибо. Как Спасибо, у что тебя силы, пришли. время А, есть? да, можем на вопросы поотвечать. Я Ага. я скажу, что я сейчас, как это называется, базу знаний вообще компании делаю и собираю Мгм. вообще все, что у нас есть. И крайне рекомендую этим заниматься всем, кто вот, как это, в агентствах работает, потому что, ну, это мне сейчас сложно представить, что это получится на выходе. То есть это, такая, а, это как раньше вот было, базы данных делали, что у нас Мгм. есть там гигабайты, просто терабайты данных, и мы, с помощью базы данных, они у нас всегда под рукой, любые объемы. То есть мы можем любые там, выборки получать за секунды. Вот сейчас примерно такая же история. Я понимаю, что, вот вся накопленная наша база, то есть 400 проектов, которые у нас есть, они, проиндексированы в, вот этой базе знаний. Агент их, понимает, то есть он по ним знает, цифры, он по ним знает, то есть, по сути, это кейсы. Вот, то есть из этого можно строить, какие-то инсайты, то есть какие-то структурировать эти данные, там даже разбить по темам эти проекты. Можно, ну, то есть база вот этих проектов миллиард, по-моему, по семантике, если все соединить, у нас там что-то в районе миллиарда получается. Вот, плюс еще там, серпы у этих. Ну, короче говоря, вот, аккумуляция данных, на мой взгляд, сейчас это, ну, ключевая задача, потому что странно, что до этого еще, ну,
так это не понималось. То есть я вот рекомендую, кто занимается вот, ну, особенно для агентства, мне кажется, это вообще must have. То есть Мгм. вот такая база, вот, с ней можно делать просто супер вещи там. У меня есть, например, в этой базе раздел "Целевая аудитория" Мгм. по всем методологиям, то есть на основе фактических данных, которые мы со всех источников туда положим, вот, на основе там э, записей, как это, транскрибаций, диалогов с клиентами, то есть вытаскивается фактура. Вот. Ну, в общем, это отдельная история. Я, может, про это Мгм. тоже как-нибудь расскажу. А если вкратце, какой стек рекомендуешь для создания вот своей базы данных, например, в агентстве? А, Стек, я по поводу стеков вообще уже никак не умничаю и никакие там супер там стеки не выдаю, потому что за стеком я иду в агента. То есть опус ставлю максимум на максималку, вот, и описываю ему задачу, что нужно делать. Вот, почему стек я рекомендую все-таки ваш описывать? Потому что вводные могут отличаться, вот, и что будет в стеке работать, лучше всего агент напишет, который с этими программами потом сам их и писать будет. Вот, то есть я пример приведу. У меня вот, ну, та же база букварикса, которая вот на локальный диск записана, а, она изначально А, то есть изначально описывалась вся вот, методология работы с базой, а, и, Клод порекомендовал вот так построить. Ну, то есть построил, по сути, структуру базы. Вот. А когда поменялась, именно работа с этой базой, то есть мы изначально там ее использовали для частотки, а потом поменялась задача. Мы стали из этой базы, ключи вытаскивать, как из Ворстата. Вот. И поменялась архитектура этой базы. То есть агент переписал эту архитектуру, чтобы она работала не на пробивку частотки за 1 секунду, там, пачку запросов, а на другой алгоритм. Вот. И он переписал базу, ну, то есть на другой движок перенес это все. И это произошло, ну, там, автоматически. То есть я, честно говоря, по поводу стека порекомендую все-таки агенты, использовать агентов, то есть прям описывается задача, ну, по крайней мере, я так делаю. У меня, например, задача оцифровка голоса, там, да, то есть я хочу там встречи приводить в там текстовые файлы. Вот. И какой стек для этого необходим. И я скорее уже с Клодом обсуждаю этот стек. То есть он говорит, нужно поставить там на железо такое-то, там Whisper поставить, или Whisper, как он, там для сохранения можно использовать текстовые файлы, там можно использовать базу данных. Что хотите. Вот, я говорю: "А в чем разница?" Он там начинает цифры какие-то. Я говорю: "А как работать будет по скорости?" Вот это, вот это. То есть, м, я скажу так, что вот этот стек — это, во-первых, не статичная какая-то сущность, вот, а во-вторых, лучше всего его делать с агентом. Вот так отвечу. Да, опус всегда умнее. Да, я уже перестал, короче, умничать, потому что он такие вещи выдает, что я о них и не знал вообще. Мгм. Хэши какие-то в базе данных. Был курс там по оптимизации базы данных, я там какие-то базы оптимизировал, там SQL, запросы писал. Мгм. Но я последних не знаю, что там появилось, какие там есть движки, как они работают. А Да, он вообще, знает. я тут пару дней назад Linux сервак как настраивал, там какие-то порты перебрасывал. Я это в жизни вообще никогда не... Для меня это марсианский язык, вот этот Linux, там запросы эти. А с Клодом все прекрасно вообще. Он мне настроил, как скрипка получилась. Да, Хорошо. да, да. Аналогичная история, да. С чего рекомендуешь начать в вайп-кодинге применительно для SEO-задач? Ну, я с курсора, на курсоре в основном делал изначально, но сейчас, в целом, наверное, Клод лучше.
Клод порекомендую, да. Вот, тут скорее, чтобы я порекомендовал не какой-то инструмент, прям, я последнее время как делаю: сажусь, включаю какой-нибудь Grok или там бесплатную какую-то модель, в которой есть, голосовой, этот, э, оцифровка голосовая. Нажимаю микрофончик и надиктовываю, задачу. Максимально, вот как я ее понимаю, вот прям по полочкам раскладываю. Э, Эта вся история из голоса превращается в текст. Дальше прошу привести это, избавить там от каких-то там неточностей, формулировок, там ошибок, в распознавании речи и так далее. Формируется промпт, и с этим промптом, иду дальше. Вот, то есть, вам скорее нужно концептуальные какие-то вещи наработать, то есть именно механику, как вы там, не знаю, тайтлы проверяете, как вы пишете тайтлы, как, там, не знаю, сайтмэпы чекаете, какой у вас там, не знаю, подход, там к, контенту, как вы проверяете сайты и так далее. То есть вот эти вещи, их, в принципе, то есть их в первую очередь нужно, прописывать. А какой инструмент применить? Ну, вот прошлый год был курсор, я от него просто там тащился, а сейчас, Claude. Вот, уже максимальные пакеты у меня кончаются там за за неделю, вот от пятницы до пятницы живем. Да, Вот уже там круто. 3% осталось лимита, вот теперь пятница, не знаю, О. что делать буду. Встречи надо побольше назначить. Вот, кстати, в продолжение этого момента ты уже немного осветил свой подход там менять модели. А что еще порекомендуешь для экономии токенов в нейросетях вот в целом, в агентах и так далее? Ну, на самом деле-то я сам, об этих, агентах, что их можно, А, оказывается, модель задавать внутри агента, даже в Клоде. Вот, мгм. я об этом у самого Клода и узнал. То есть говорю: "Так, дружище, что то все тут Что ты заканчиваются твои прожорливый. лимиты. Да-да-да, давай что то решать". Говорю: "Так дальше не пойдет". "Да, да, понимаю, бро, давай, погнали, там, я сейчас тебе все расскажу". Вот, и там прям есть методология, как это все делается. То есть, можно, то есть типы агентов, какой у него, ну, грубо говоря, там, функционал. Ну, то есть Клод сам этому агенту дает, статус там, да, то есть он там файловый там менеджер какой-то. Ему там минимальный, там на минималках, дается эти модель, и модель ему может внутри агента присваиваться. То есть вот присвоилась, модель, соответственно, агент работает, файловый, работает на другой модели, дешевой. Там в 10 раз дешевле, по-моему, так, по лимитам, а то и больше. Вот. Если я сейчас подключил уже к агентам, вот эти API, вот, с этим Comet, по-моему, какой-то провайдер есть, Мгм. это типа роутер как-то, Open Router, да, вот эти вот все OpenRoute, истории. да-да-да, то есть это API там и так далее, да. Так, на этой позитивной ноте Дмитрий у нас исчез. Ну ничего, сейчас подождем и, думаю, он появится, переподключится. Ну, если не переподключится, то жалко, конечно. Есть еще вопросы. Так, сейчас Telegram проверю. Может, бывает, что... О, мгм. Ну, сейчас напишу, чтобы попробовал снова зайти. А, вот. Так, Дмитрий. С трудом, но что-то появляется. я тут, О, я все вообще отлично. ношу там, я Это тут Клод отвлечен. услышал, что там, короче, что-то запрещенное и тебя перерубил. Да, что-то происки какие-то. Ага. Да, ну, на чем мы там остановились по поводу агентов, да, как, Мгм. оптимизировать эти расходы. То есть, сам, например, если на Клоде все это работает, то, ну, как бы вот эта история с, типами агентов, вот, прям просить его писать агентов, ну, с определенными, моделями, которые, ну, с целью экономии там ресурса.
вот, расхода токенов. Он это делает, вот. И сейчас еще, чтобы не тратить именно токены Клода, я подключаю вот эти модели еще там типа OpenRoad, и у меня, по-моему, там карты мир принимает этот Comet API, как это называется. Вот. Но тут у каждого провайдера, насколько я понял, есть проблема с подменой моделей. То есть, условно говоря, они там пишут там GPT 5.1, вот, фактически там работает другая модель. Не GPT там и не Claude там какой-нибудь 4.7. Вот. Но эти же истории про тестирование, их можно протестировать с помощью того же Клода, протестировать эти API на соответствие реальной модели. То есть у него там есть какие-то свои наборы промптов, которые, ну, условно говоря, если это реально там Claude 4.7, какой-нибудь 4.6, то он отвечает там вот примерно за столько-то времени, примерно вот такого порядка задачу. И вот он ему там накидывает какие-то промпты в эти роутеры, там в OpenRoad этот или в Comet, и примерно замеряет соответствие. То есть вы валидируете все эти модели, которые у вас там 600 моделей есть в ассортименте, да, вот, и потом эти модели применяете в зависимости от ну, реальной их стоимости и реальной, ну, как бы возможности этой модели, ну, API вот этих запросов. Вот. Таким образом, вы можете еще больше экономить, те же клодовские лимиты, вот, подключав вот эти API-шки. Вот. Там есть очень дешевые модели, там типа за, там, условно говоря, там 100 рублей или 200 рублей за миллион токенов, вот, которые могут там и тайтлы, например, писать, какие-то там такие вещи делать. Вот, то есть здесь, наверное, даже больше будет экономия, чем мы там переключим модель с Opus на Sonnet какой-нибудь. Спасибо. Ну, можешь на остальные вопросы так вкратце, просто самую суть, Да, так в давай. экспресс таком режиме, чтобы у нас вебинар на 3 часа не Не получился. превратился, да. Давай. Так, Есть Никита вопрос. Икон спрашивает. Если у вас уже есть семантика для какого-то направления, как вы ее обновляете, добавляя новые запросы? Последовательность шагов, если можно. Ну, самый быстрый на обновление источник — это подсказки. Suggest вот этот. Вот. Ну, WordStat можно пробить по тем же ключам. Ну, то есть, когда семантика уже есть, докинуть в нее можно, ну, какие-то свежие только тренды. Поэтому проще пробить ее через подсказки по тому же WordStat. Вот, ну и по результатам уже смотреть. То есть дальше можно там подключать еще какие-то современные там сервисы, там, не знаю, там Spywords, Keyso, там вот эти вот истории. Вот. База Букварикса, она быстрая, но она, по-моему, там с октября, 25 октября последнее обновление, по-моему, она уже немножко так подустаревает. Вот, поэтому если обновлять, то это, ну, лучше всего живые какие-то источники, типа подсказок и этих Вордстата. Спасибо. Вот Никита еще задает вопрос. Обучаете ли вы модель на датасете для тематической классификации и кластеризации? И какая модель, если да? Ну, кластеризация, классификация, то есть я сейчас за основу использую вот эту классификацию, которая в JustMagic есть, там, которая яндексовская классификация, еще с каталога какая-то. Вот. Но фактически в классификации, ну, в ней не так много смысла, вот, потому что сейчас клодом проще разобрать там, ну, живую текущую базу клиента, каталог клиента на 3,7 миллиона, вот, да, даже вот этот, если взять. Проще клодом его разобрать, как-то мэтчинг называется, процедура. И вот этот мэтчинг, он важнее, чем какая-то абстрактная классификация, там, тематическая классификация и так далее. Вот, то есть нам нужна семантика
приклеенная к живым товарным позициям и категориям клиента, к каталогу клиента. Вот эта история скорее сейчас у нас на первом месте. И ее делаем с помощью, э, ну, сейчас Клода. Мгм. Спасибо. Так, следующий вопрос от Никиты тоже. Вы при сборе семантики для интернет-магазинов собираете только коммерцию или инфозапросы тоже? Ну, если это чисто магазин, то коммерцию, конечно. Если, ну, сейчас вот клиенты на прошлой неделе буквально клиент магазин, но они запросили информационную отдельно семантику. Вот, ну, чисто магазину не нужна инфошка, потому что это контент, там страниц писать надо, куда там. Мгм. Мгм. Спасибо. Как масштабировать агентов в одном проекте? М, Масштабировать, ну, вопрос такой не до конца, я понимаю, контекст. Вот, но если я правильно понимаю, то, агенты, ну, вот масштабирование, например, у нас, вот сегодня, например, только задача была. Есть, задача сбора, а, ну, выдачи серпа, вот, 10, топ-10. Вот. А, Агент, ну, то есть есть агент, который собирает, серп из живой выдачи. Вот, у него есть проблема, он медленный. Вот, есть данные, есть, там XML River какой-нибудь или XML Stock, которые быстрее выдают данные, но они за деньги. Вот, есть, там, не знаю, какие-то еще там в этом Яндекс Клауд или как он называется. То есть можно напрямую там XML лимиты как-то покупать, ну, то есть выдачу покупать, по сути. Вот. И масштабирование, как я понимаю, если я правильно вопрос понял, оно как раз заключается в том, чтобы, ну, у вас есть главный агент, который собирает выдачу, в принципе, выдачу. Вот. И в него подключены вот эти, ну, микроагенты, да, то есть и масштабировать можно вот этих микроагентов. То есть вы можете, там, не знаю, 3 XML стока запустить, там несколько там еще каких-то. То есть если у вас так сбор, например, семантики серпа занимал там сутки, там 1 000 000 запросов, если вы эти элементы смасштабируете, то вы параллельно можете собирать там в 10 раз быстрее эту всю историю. Плюс есть еще такая штука, как балансировка нагрузки. Там вы можете, если сервис какой-то тупит, его как бы поменьше на него нагрузку делать, а снимать больше через те сервисы, которые хорошо отдают. И это все можно параллельно делать. Вот это, ну, вот такое масштабирование как бы э, вещь хорошая, да. Вот так масштабировать, если я правильно понял контекст. Мгм. Спасибо, Дима. И вот последний давай вопрос, чтобы у нас вебинар долго не шел. Да. Вопрос от Штурм 7. Могли бы чуть раскрыть, как сделать мэтчин в контексте классификации? Попросить сделай мэтч в нашем 100-тысячном ядре в промпте Клода? М, да, я понял вопрос. Да, нет, так не пойдет. А, Матч, его нужно делать, на основе чего-то. То есть, например, есть, структура сайта, есть урлы, ну, скелет сайта. Вот, вы выбираете, например, это за основу, и на него приклеиваете, например, семантику. Это один матч. Тогда нужно вам прописать. Вот здесь, чем детальнее вы всё пропишете в промпте, тем лучше. То есть вы не просто делаете там: "Сделай матч с нашей там 100К ядром и типа давай, разбирайся". Скорее всего, такая история ничего толкового не даст. То есть, нужна именно, команда вот этих агентов. В первую очередь агенты, которые пробегутся по этим 100К ядру, которые, ну, сами кластера там как-то проиндексируют, чтобы у вас, ну, там вот то, что называется, там классификацию сделают в контексте, ну, каталога сайта. Вот. Каталог сайта, там другой агент пройдется по структуре сайта, соберет эту структуру с урлами, там, с какими-то комментами, может, не знаю. Вот. И вот
Возможно, еще несколько агентов понадобится в зависимости от задачи, которые, ну, какие-то точные данные подтянут сюда. Вот, то есть мэтчинг — это такая вообще нифига не простая история. Там, ну, столько всяких нюансов. Зависит от каталога, от структуры каталога, от семантики, в какой теме вы работаете. Вот, ну, у нас это одна из самых сложных задач. Вот так вот этого с такого промпта точно не заведется. Вообще без вариантов. Да. Дмитрий, спасибо огромное за то, что раскрыл тут всю тему полностью. И скажи по традиции, чем ты можешь быть полезен зрителям? Могу вывести твой слайд с контактами, ну или все твои контакты и ссылки на твои проекты будут под видео. Да, у меня там даже был слайд. Вот слайд, не знаю, Мгм. видно его, нет. А, Ну, выведи, я выведу. я же отвалился, да, я понял. Мгм. Сейчас. Так, демонстрация. Вот ребята говорят спасибо. Спасибо, Спасибо, что Дмитрий. пришли. Да, Благодарят. Да. да, рад. Всегда рад. Так, Так, во, твои контакты. Ага. да, вот контакты. Да, чем полезен, чем полезным мы можем быть? Ну, вот, в принципе, вот то, о чем мы говорили, по большей части семантика. То есть мы, наверное, семантика наш все, 10 лет этой историей занимаемся. Вот, ну, на текущий момент еще, ну, по сути, внедрение сложной семантики, внедрение каких-то крупных таких интересных проектов. Вот, то есть вот, последний месяц как раз вот, очень интересный проект в плане, автозапчастей. То есть вот эти там 3,7 миллионов, они, ну, то есть крупные каталоги, крупные какие-то истории, классификации, там автозапчасти какие-нибудь там, медицинские темы, вот, юридические темы. Ну, в общем, работа с семантикой, внедрение этой всей истории. Вот. Ну и последнее время еще контент, создание потом на это все контента с помощью AI-историй и редакции. То есть вот без редакции мы не генерим, это не, не наша тема. Вот там, где надо Понятно. нормальный контент с редакцией, вот это да, можем. Мгм. Дима, еще раз огромное спасибо. Будет желание, приходи снова, всегда рад твоим докладам. Спасибо, что пригласил. Всем, коллеги, спасибо и до новых встреч. Да. Хорошего вечера. Всем Ага. пока. Всем хорошего вечера, до новых встреч и увидимся в топе.